И вот та самая не последняя сводка, про которую я вам говорил в прошлый раз. Я думаю, вы уже получили представление, как проходят все эти переговоры, и поняли, что эта стадия может растянуться на месяцы. Что ж, я, Руслан Левиев, обещаю провести с вами эти несколько месяцев, рассказывая обо всех важнейших изменениях. Итак, какие изменения по фронту прошли за эту неделю? За неделю российские войска еще немного продвинулись в Курской области. Появилось видео, где они берут под свой контроль погранпереход Суджа. Отвлечение на Белгородскую область продолжает действовать, и поэтому мы до сих пор видим существование этого крохотного мини-плацдарма в Курской области. Сейчас, когда поступают новости о боях в Белгородской области, в них в основном говорят про поселки Поповка, Демидовка и Графовка. Кстати, региональные власти говорят, что около 450 жителей Красноярского района Белгородской области отказались эвакуироваться из опасных районов. У нас нет возможности опросить самих жителей, почему они отказываются уезжать, но у меня есть хорошее предположение. Буквально на прошлой неделе были новости о том, как жители села Репяховка из этого же района вернулись домой и обнаружили, что у них в домах царит полнейший бардак, словно прошел обыск. При этом часть вещей отсутствует. То есть кто-то мародерствовал. А поскольку Репяховка находится заметно восточнее текущей зоны боевых действий в Красноярском районе, то сложно предположить, как там могли бы оказаться украинские военные. Соответственно, есть большое подозрение, что дома местных жителей обокрали российские же военные. И вот именно такого и боятся жители других поселков. Поэтому они отказываются уезжать из своих домов. А в итоге это все становится предпосылкой для очередного русского Поречного, где оставшиеся мирные жители погибают в результате боевых действий. Что касается Сумской области, там бои идут в районе сел Басовка и Журавка. Плюс за неделю добавилось направление на село Веселовка. Еще один участок фронта, который был активен на этой неделе, это Запорожское направление. Я вам говорил про него на прошлой сводке. Теперь я могу отметить, что российские десантники продвинулись в районе поселков Пятихатки, Степовое и Малые Щербаки. И это все изменения по линии фронта за неделю. Друзья периодически спрашивают меня, так если армия России тоже истощена, то почему Путин не соглашается на замораживание войны? Здесь я могу разве что предположить, что Владимир Путин живет в том иллюзорном мире, который создают для него разные ведомства, в том числе Министерство обороны России. Скорее всего, в этих отчетах данные о том, что у российской армии все хорошо, техники хватает, людей хватает, а украинская армия скоро будет добита. Кстати, на днях он ровно это и сказал. Неясно, правда, он имел в виду ситуацию в Курской области или на войне в целом. В действительности же не только выход на границе Донецкой области, но даже Покровск под очень большим вопросом на этот год. Удастся ли что-нибудь там российской армии или нет? И некоторые спрашивают меня, когда он так не идет на уступки, затягивает заморозку войны, разве нет риска, что Трамп из-за этого разозлится и начнет поставлять много оружия Украине? Судя по тому, что мы сейчас видим, риска такого нет. Во-первых, несмотря на свои предвыборные обещания закончить войну за сутки, Трамп уже довольно спокойно перешел к ожиданиям, что все это займет несколько месяцев, а может даже год. Он это уже несколько раз повторял в интервью. Во-вторых, мы видим результаты прошедшей недели переговоров. Что получила Россия? Намерение Америки помочь с доступом на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижением расходов на морское страхование и доступом к платежным системам для таких транзакций. В частности, возвращению SWIFT для некоторых российских банков. А что же получила Украина? Обещание не бить по портовой инфраструктуре и держать военные корабли в восточной части Черного моря. Плюс новый вариант соглашения с США по полезным ископаемым, который еще суровее, чем предыдущий вариант. Теперь Белый дом требует, чтобы в сделку вошли не только украинские нефть, газ, редкоземельные металлы и минералы, но и энергетические активы страны, кроме атомных электростанций. Помимо этого, предложение охватывает инфраструктуру, связанную с добычей природных ресурсов. Это обычные и железные дороги, трубопроводы, порты и заводы. США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% до годового дохода до тех пор, пока их инвестиции не будут возвращены, говорится в проекте. Под американскими инвестициями администрация Трампа подразумевает всю ту помощь, которую Америка оказала Украине до настоящего времени. Доходы будут немедленно конвертироваться в иностранную валюту и выводиться за границу. При этом Украина будет обязана выплачивать компенсации в случае задержек или возникших споров. Получается такая ситуация, при которой Украина находится между двумя странами, одна из которых хочет захватить и убить, а вторая, видимо, разграбить.
Так что нет, потому как все идет, у меня не складывается ощущение, что Путин чем-то рискует, затягивая переговоры. Наоборот, похоже, что он пытается повысить ставки. Например, он сказал, что если международное сообщество немедленно признает 4 украинских региона российскими, а именно Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, то тогда он не будет претендовать на Одессу. Даже пророссийские блогеры прекрасно понимают, что Одесса по возможностям нынешней российской армии – это несбыточная мечта. Но мы же видим, насколько просто удается Путину манипулировать Трампом. Вспомните все те заявления про якобы окружение украинских солдат в Курской области. Отдельно отмечу, что ничто из записанного мною пока не вступило в силу. Соглашение по Черному морю и возвращение СВИФТа – это договоренности России и Америки. Но для снятия санкций нужно решение Европы, а Европа уже ответила на это отказом. Но вариант сделки по полезным ископаемым тоже уже отвергнут украинской стороной. Поэтому в сухом остатке по части замораживания войны за неделю мы получили порцию новых неприятных новостей и идей, но конкретных результатов пока не было. И ситуация долго еще вот так будет тянуться. Политический пинг-понг будет продолжаться. Кстати, Зеленский тоже сравнил переговоры с Путиным с пинг-понгом. По первой сделке, а именно по соглашению не бить по энергетической инфраструктуре, тоже никаких реальных результатов нет. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении этого соглашения. Да и даже если бы оно действовало, заметить это было бы сложно. Все-таки мирные люди погибают не от того, что у них электричества дома нет, а от того, что им в дом прилетает шахед. А вопрос ударов по городам на всех этих переговорах пока что ни разу не поднимался. В качестве ударов по энергетическим объектам России Кремль воспринимает атаки беспилотников на разные нефтеперерабатывающие заводы и подобные объекты. Команда Front Intelligence Insight и Радио Свободы проанализировали украинские удары по объектам в глубине России за период с сентября 2024 года по февраль этого года. Они изучили спутниковые снимки, фотографии и оценили размер ущерба по каждому объекту. Посоветовавшись с экономистами, они также прикинули, сколько Россия потеряла денег от этих ударов. Получилось, что за полгода Россия потеряла как минимум 658 миллионов долларов. И хотя цифра кажется внушительной, на самом деле, по меркам военных расходов России, это меньше одного дня войны. При этом нужно упомянуть, что по около 30% ударов за изученный период невозможно определить ущерб, так как нет спутниковых снимков. Отдельно исследователи выделили, например, удары по армейским арсеналам в Торопце Тверской области, где было уничтожено от 30 до 160 тысяч тонн боеприпасов. Также они отметили, что улучшилась разведка целей. Так, с августа по декабрь 2024 года в Орловской области строили подземный склад для беспилотников типа «Шахед», после чего в конце декабря ВСУ нанесли по нему удар. При этом по сравнению с 2022 годом Россия стала лучше готовиться к таким ударам. На многих объектах видна обваловка. Это такая насыпь вокруг склада, призванная не допустить детонации соседних строений. Судя по всему, соглашение по Черному морю предусматривает и запрет на удары по Крымскому мосту безэкипажными катерами. В связи с этим я напомню, что хотя высказывалось предположение, что Россия перестала использовать его для военных целей, это по-прежнему не так. В Джанкое был замечен железнодорожный эшелон с северокорейскими самоходными артиллерийскими установками «Коксан» и, по крайней мере, одной, предположительно, транспортно-заряжающей машиной для северокорейских реактивных систем залпового огня. Прибыть в Джанкой этот эшелон мог только одним путем – через Крымский мост. При этом оценить, как часто он используется для перевозки военных грузов, невозможно из-за усиления контроля за соблюдением запрета на съемки военных объектов. Путин заявил, что Минобороны России изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших первыми на фронт. По его словам, вопрос ротации стоит остро, и власти про него не забывают. Но многие мобилизованные уже стали профессиональными военными, поэтому решение о ротации военных будет исходить из реалий на земле. По словами о профессиональных военных, подразумевается, что они перешли из мобилизованных в контрактники, которых увольнять в запас будут в последнюю очередь. Также важно отметить, что речь идет не о демобилизации, а о ротации, то есть выводе подразделений с передовой в ближний тыл для отдыха и пополнения. Некоторые пророссийские телеграм-каналы пишут, что Главное управление кадров Минобороны России уже разрабатывает план по частичной демобилизации военнослужащих, увязывая сроки с моментом окончания так называемого СВО. Но наличие такого плана не означает, что решение о скорой демобилизации уже принято. Прорабатывать такие варианты чиновники Минобороны обязаны на всякий случай. На следующей неделе начинается весенний призыв. Традиционно напоминаю, что от призыва на срочную службу надо уклоняться. Да, за это есть риск получить уголовку.
Но статистика показывает, что по этим уголовкам дают максимум штраф, тогда как, попав на срочку, есть большой риск в итоге оказаться на войне. Многих срочников продолжают направлять в район на границе с Украиной, что формально соответствует обещанию, что срочники не будут использоваться на войне. Но на самом деле в этих районах тоже опасно. Там тоже часто прилетают снаряды, бьют беспилотники, проходят рейды диверсионных групп. За 3 года срочников там погибло не 1 и не 2. И могут туда направить даже с какого-нибудь Дальнего Востока. Также командирам войск и частей спускаются сверху свои планы по набору контрактников. А поскольку дураков подписать контракт мало, а за выполнение плана спрашивают, то эти командиры идут на разные меры принуждения по отношению к срочникам. Кого-то просто стараются заманить обещанием крутой военной карьеры, с гарантией, что на фронте при этом точно не окажешься. На кого-то давят разговорами вроде «там наши пацаны погибают на передовой». А ты чего, предатель, что ли? Не патриот? За кого-то просто поделают подпись на контракте. Привет чебаркульским пацанам, кстати. И это практически невозможно потом оспорить в суде. А кого-то просто избивают, пока не подпишет контракт. И есть случаи, как кого-то так избили до смерти. Привет 126-й бригаде береговой обороны. А есть случаи, в которых срочники не выдержали такого давления и покончили с собой. Оно вам надо? Уж лучше уголовка со штрафом. Есть у меня ощущение, что в этом году на срочников будут давить сильнее. Почему? Потому что российская армия истощена не только по личному составу, но и по бронетехнике. Вы все видели эти видео с «Жигулями», «Нивами», мотоциклами и квадроциклами, используемыми в качестве штурмовых машин. Поскольку это не бронированные машины, то даже при одинаковом уровне боевых действий потери будут выше. Соответственно, потребности в наборе новых людей становятся выше. При этом как-то роста числа добровольцев в регионах незаметно. А план-то надо исполнять. Поэтому у меня есть предположение, что в этом году срочникам по всей России, включая Дальний Восток, придется особенно несладко. Кстати, по поводу потерь. На этой неделе отметка количества известных некрологов по погибшим российским солдатам перевалила за 100 тысяч. Исторический труд делают, занимаясь таким подсчетом, команда изданий «Медиазона», русской службы BBC и их команда волонтеров. Как вы понимаете, это только поименно известные погибшие. Плюс у них есть еще очередь в 10 тысяч неразобранных некрологов. Плюс на этой же неделе стало известно имя российского солдата 2007 года рождения, погибшего на войне. Его звали Александр Петлинский, а погиб он 3 недели назад. С этим годом рождения некрологов ранее еще не встречалось. Но погибшие на войне 18-летние уже были. Вдумайтесь в это. На момент начала полномасштабного вторжения ему было 15. И я уверен, что он не последний такой молодой, которого мы встретим в списках погибших на этой войне. Так что берегите себя и своих близких, не ходите в армию и не рискуйте жизнью ради собственного имущества. А мы с вами встретимся уже через неделю. Пока.